2004 год – это, наверное, был перелом в переходе от неких стандартных решений к тем решениям, которые открывали волоконные лазеры. Группа людей, которая раньше работала в другой компании, решила открыть новую. Точнее, ее открыл Сергей Георгиевич и позвал нас. В 2004 году мы встали и пошли за Сергеем Георгиевичем в неизвестность. Было страшно. Он создал бизнес фактически с нуля. То есть, если вспомнить там 2004 год, это же был ужас какой-то, и 2024. И мы шли, понимая, что мы собираемся делать, и шли за Сергеем Георгиевичем, веря в его человеческие какие-то качества, предпринимательские. Начиналось все не очень хорошо. Сергей Георгиевич, решает проблемы, мы отдыхаем. Во-первых, у всех было сначала депрессивное состояние, когда все рухнуло, казалось бы, да. Новую компанию организовал, и все вокруг друга как-то сплотились. Коллектив приобрел какую-то целостность, такую мощную, чего не было раньше. Площади технические, небольшие для начала. Когда он в 2004 году нас позвал работать в лазерный центр, не отремонтировано еще тогда здание, и идешь так по катакомбам каким-то, идешь, и вдруг открывается дверь, и там, как аллилуйя, это все. И заходишь в освещенное, отремонтированное помещение, везде лазеры стоят, все красиво, все технологично. Начинали мы совсем малым составом, с теми людьми, которые были готовы сняться с насиженных мест. 15-20 человек вместе с производством, наверное, не больше. Работали очень сплоченно и всегда помогали друг другу в любых вопросах. Это начиналось с того, что мы, во-первых, сидели все в одной комнате. И когда у меня была какая-то свободная минутка, я подключалась и начинала крутить гайки. Все друг другу помогали, работали ради идеи, на самом деле. По ночам даже мы, я помню, работали. То есть поощрения какие-то внутренние были. Когда мы пришли в лазерный центр, мы узнали, что наша корпоративная цвета – это красно-белая. Мне было очень приятно, потому что я болельщик «Спартака», поэтому… Для меня, соответственно, было очень тяжело первые 5 дней стоять на металлообработке только потому, что совершенно непривычно было работать в компании, которая имеет те цвета, которые ассоциировались со всем известной футбольной командой. Первые волоконные лазеры приобрели уважаемые компании, за что мы им сильно благодарны. Это проект 111, СКБ-ИС, ИП Макарова, и другие, которые поверили в новую технологию, в новые возможности. И я надеюсь, что все это им пошло на пользу. Когда мы прошли этап становления новой организации, который связан с запуском производства, организацией полного цикла производства оборудования, расширением клиентской базы, продаж и так далее, тогда остро возникла необходимость увеличения штатов. Это год, когда я учился на 3-м курсе университета и задумался о том, чтобы попробовать себя в профессии. Я тогда еще мало что знал об этой организации. Сергей Георгиевич провел такое собеседование. И посетив сайт, я точно убедился в том, что мне это будет интересно, и позвонил Виктору Сергеевичу. Спасибо ему большое, что он меня сразу не послал, а дал мне телефон Сергея Георгиевича и сказал, что вопросы практики решает Сергей Георгиевич. Сразу положительного ответа по практике я не получил. Несколько раз мне пришлось Сергею Георгиевичу звонить. В какой-то момент я понял, что нужно что-то делать, потому что следующий звонок может оказаться последним. Написал на сайте прям письмо, что я такой-то, такой-то студент, хочу дальше продолжить свой путь в вашей компании. Дмитрий Викторович увидел, позвонил мне, написал, сказал, давай приходи, познакомимся. Действительно что-то высокотехнологичное, хотелось прикоснуться к этим высокотехнологичным продуктам. И когда я попал в компанию, я четко подтвердил ту картинку, которая у меня была в глазах с сайта, она один в один сложилась тогда с тем, что я увидел. Сергей Георгиевич сказал примерно следующее, что тут такое вообще непаханное поле всего, надо делать, гореть, надо, в общем, работать надо. Собственно, мы так и горим, и работаем, и, в общем-то, если так спросить реально, а чем мы тут все занимаемся? Да бог его знает. Горим, и, в общем-то, наш огонь
он дарит людям какие-то продукты, какие-то плоды в виде лазерных технологий и станков. Когда устроился только, еще был студентом, писал диплом, была договоренность с Сергеем Георгиевичем, что я буду работать на полпацана, соответственно, и буду получать полставки. Она мне выдает зарплату, я беру, даже не проверяю, ухожу на улицу, смотрю, вижу, что там денег больше, чем я рассчитывал. Половину денег рассчитываю, даю Виктории Олеговне. Она смотрит на меня такими глазами, говорит: ты что, мальчик? Звонит Сергею Георгиевичу, говорит: что у вас там за договоренности? И он сказал, что Володя дать полную зарплату за честность. И как работает наша система, спросил я у заказчика. И услышал такой ответ. Вы знаете, на удивление, она работает без сбоев. За это время мы купили уже 2 лазерные системы китайского производства. Одна вышла из строя через 3 месяца, другая через 10 месяцев. А ваша работает, и ничего ей не делается. И это было очень приятно слышать от заказчика. Соответственно, довольно быстро эти системы стали распространяться, и уже в 2006 году мы произвели более 100 систем, которые использовались в промышленности. Первые 100 мини-маркеров была действительно нашей компанией отмечена как уникальное событие. Заказчик получил себе подарок в виде небольшого такого бонуса технологического. У него до сих пор наше оборудование работает. Мы решили тогда сделать свою собственную чистую комнату на том же самом авангарде. Ну и, собственно говоря, это нам дало возможность работать со сложной техникой. Вот мы объективов своих уже сделали, но я не буду врать, но, наверное, уже 5 наверное, уже сделали. В 2007 году был сделан первый станок для Отиса, который позволял маркировать большие лифтовые панели и сократил цикл обработки такой панели с 1,5 дней до 40 минут. Было бурное развитие, и оно шло вплоть до конца 2008 года, несмотря на то, что в 2008 году летом уже начался финансовый кризис. Кризис 2008 года, он был такой, конечно, большой, с одной стороны. С другой стороны, мы работаем достаточно давно, и кризисы проходим раз в 4-5 лет постоянно. Мы каждый год росли, даже в кризис мы, условно говоря, наверное, падали, но падали меньше всех остальных, то есть мы оставались стабильными на рынке. То есть мы в этом плане очень конкурентоспособны. Нам удалось занять довольно лидирующие позиции в России и выйти, в общем, на мировой рынок. Что касается нашей работы на экспорт, то она была с самого начала деятельности. У нас есть поставки в Италию, в США, в Германию, в Китай. Достаточно много. В 2010 году, если мне не изменяет память, мы с компанией Trotec проводили выставку в Москве. Выставка называлась «Реклама». И на этой выставке мы отмечали юбилей работы с Trotec. У нас был огромный стенд, на котором был представлен на тот момент новейший лазерный гравер Speedy 500. В этот момент мы реализовали платформу Minimarker 2, которая была уже сделана на совершенно новых принципах, на новых моторах, на новых решениях. И, как показал опыт, она уже существует практически 15 лет. Один из дней декабря мы там на работе занимаемся установками, и к нам вместе с Сергеем Георгиевичем приходит Валентин Павлович Гапонцев. Тогда посмотреть эти установки. Мы так немножко даже опешили тогда, но Валентин Павлович подошел, со всеми поздоровался, посмотрел, мы ему показали. Он тоже был приятно удивлен скоростными характеристиками, качественными характеристиками установки, и отметил, что это очень достойная система. И тогда активно начались изготовления станков Minimarker 2. С точки зрения производства у нас, в принципе, был небольшой коллектив изначально. Мы понимали, что количество станков мы можем изготавливать гораздо больше. Объем начали увеличиваться, и, в принципе, мы стали
пошел этап развития, в том числе и производственного. Было принято решение разделить, сделать два отдела. Один отдел бы занимался нестандартным оборудованием, сложным оборудованием, и отдел, который занимается серийной продукцией. Это был 2010 год. Некие перестановки были, кто-то приходил, уходил, в другие отделы переходил. Ну и видно, я со своим, так сказать, небольшим бэкграундом на то, что уже там пару лет учился на лазеры. В общем, подошел. Потом начал так, ну не работать, а быть причастным к сервису всех систем. И даже на несколько предприятий съездил, починил там несколько систем. Ну, не один, конечно, а в сопровождении опытного товарища. Вся загвоздка заключалась в том, что клиент находился на острове. Чтобы попасть на этот остров, пришлось идти порядка 2 или 3 километров по льду. Причем, ну, это довольно небезопасно, и в тот момент я думал, что я делаю. Но в этот же самый момент Саша Галкин был, по-моему, где-то в Павлово, Саша Сайко был в Мурманске, насколько я помню, а Дима Софенко в этот момент был на Сейшельских островах. И сделал исторический пост оттуда, что иногда бывают такие командировки, из которых не очень хочется возвращаться. И мы начали работы по сложным технологическим процессам, керамиками, работа с различными материалами, которые очень чувствительны и нечувствительны к лазерному излучению. Собственно говоря, история RX, она выросла еще из лазера на парах меди, который был в CLT создан в 80-е годы. И, соответственно, установка отличалась тем, что позволяла резать тонкий материал с очень высокой точностью. То есть, фактически, это какие-то там щель-маски, кодовые диски, то есть то, чем мы сейчас тоже занимаемся. Дмитрий Викторович Кузьмичев предложил мне попробовать, как волоконный лазер будет резать. Я тут же накидал пару формул, из которых стало понятно, что резать он не будет. Кузьмичев со мной спорить не стал, но в итоге там появилось какое-то окно, и мы на коленке собрали некий макет. Согласовали этот вопрос с Сергеем Георгиевичем и сделали первый RX. Название возникло совершенно случайно, то есть нужно было какое-то рабочее название. Я шел на работу, увидел, стоит Mazda RX-8. Я знал, что хорошая инновационная машина с двигателем Ванкеля. RX мне понравилось, тем более, что там был еще Lexus RX, была видеокамера Panasonic RX. Я решил, что будет RX. Был подвергнут жестокому остракизму, предложил придумать какое-то другое название. Предложил Галкин Александр Гоплик. Горный, Поляков и примкнувший к ним Кузьмичев. Но здесь уже Сергей Георгиевич название Гоплик забраковал. Поэтому RX так остался. Но поскольку прогресс в развитии оптоэлектронных систем во всем мире был очень большой, возникла необходимость, однозначная необходимость переходить на сканаторы следующих поколений и следующих моделей. Мы организовали у себя в IT-службе программистов, в частности, это Федор Кузьмичев, который пришел в нашу компанию, который, скажем так, углубленно изучил эту тему и создал программное обеспечение. В результате, собственно говоря, и товарное имя, которое мы придумали, турбомаркер, в своем составе содержит приставочку «турбо», которая ассоциируется у всех с повышенной скоростью работы какой-то. Они давали возможность управления пространственно-временными характеристиками излучения с очень высокой точностью и дискретностью, то появились совершенно новые технологии, как технологию лазер-баркинг, которая сейчас очень активно используется различными высокотехнологичными предприятиями, такими как монетные дворы различных стран. Начиналось все так. На выставке ювелирной ходил такой дядька, он любил носить ордена, такой уважаемый, хороший костюм, дорогая рубашка, чистая, галстук. И вот он подошел ко мне на выставке и сказал, говорит, а что это вы тут делаете? А мы как раз вот только там 3D где-то разбили на слои, что-то испарили. Оно как-то начало выглядеть как 3D, ну, издалека, конечно. Он сказал, это что? Я говорю, это 3D. Он говорит, ну-ка дай-ка посмотреть там свет 3D. Я ему дал, он мне сказал, говорит, тебя как зовут? Я говорю, Костя. Он говорит, Костя, ты херней занимаешься. Я думаю, ну как такой дядька взял и обозвал. Ну, он, надо отдать должное, не просто обозвал, а после сказал, слушай, говорит, а давай-ка мы вот... И, в общем, у нас не то чтобы совместная работа пошла, но, в общем, много информации, которая вот была именно для ювелиров актуальной, он нам доносил до нас, а мы пытались ее решить вот какими-то способами. И в какой-то момент он пришел к нам, Сергей Георгиевич, и сказал, вот я
готов купить у вас установку. Турбоформа – это установка, то есть мы до этого делали разные установки, там на мини-маркеры вторые, на синмарке, турбомаркеры обычные на кумарке, потом на максиграфе, мини-маркеры вторые на максиграфе. Довольно сложная подборка режимов от технологов, довольно сложная сборка, то есть каждая установка была индивидуальной. Турбоформа мы придумали как некую установку стандартную, то есть что это именно у нас позиция, которая должна давать одно и то же качество, независимо от того, какая по счету эта турбоформа. И она действительно оценена. Да. Но то, что это оценено, что касается именно ордена, орден – это личная инициатива вот этих людей. Но эти люди, кстати, они неплохо разбираются, и в 3D в том числе. Клиенты играют первостепенную роль в развитии лазерных технологий. Почему это так? Потому что у клиентов есть задача. И мы сами не выдумываем никаких вот этих потребностей. Все потребности приходят извне. И мы стараемся решить их потребности, а их потребности актуальны, что самое главное. В результате этого у нас развилась филиальная сеть, и мы стали более ближе к производству и крупным рынкам нашей страны и, в общем, зарубежных стран. Вначале мне Марк провел экскурсию по производству, мы переговорили с Сергеем Георгиевичем и, в общем, решили, что можем поработать по направлению мер поддержки инновационных проектов. В 2015 году лазерный центр создал компанию «Спинов», которая стала резидентом Сколково. Это, так сказать, это вылилось в виде выделения нам определенной субсидии, и мы начали с этой субсидии работать. Мы стали гораздо лучше встраиваться в экономику России и, вообще говоря, мира. И, соответственно, с каждым годом действительно все больше и больше появлялось государственных закупок, государственных заказчиков, благодаря которому мы, соответственно, увеличивали наши обороты и увеличили наши продажи лазеров. Тут можно отметить, что развитие лазерного центра как компании совпало с развитием страны в целом. Я считаю, что побеждаем конкурентов за счет того, во-первых, что мы осознанно подходим к технологиям, которые мы продаем. Мы действительно разбираемся в задачах клиента. В 2018 году открылся второй технологический отдел, лаборатория, которая получила название AppLab, Application Laboratory. Что интересно, это не касалось какой-то одной области, а абсолютно всех областей, с которыми мы работаем. Начиная от кондитерских изделий, через микроэлектронику, через ювелирку, заканчивая какими-то супертехнологиями, чипами, которые вставляются в мозг. Позвонил мужчина и сказал, можем ли мы лазером резать дерево. Я сказал, что да, можем. Отлично, сказал мужчина. Мы работаем на лесоповале. Можете вы нам поставить лазер для того, чтобы спиливать сосны? А то у нас все очень механически медленно получается. Я сказал, что нет, нельзя, но с тех пор, в общем, не сильно что много изменилось. Мы делаем все тесты и предоставляем развернутый ответ клиенту по решению его задачи со всеми фотографиями, на основе которых он может сделать заключение, подходят ли ему вообще все эти технологии. Если подходит, там уже начинается коммерческая часть. Сначала мы довольно долго набирались просто опыта по работе с разными материалами. Многое зависело, в общем-то, от технологии, в первую очередь, и от технологов. Опять стало так очевидно, что, наверное, на вот этом опыте, только вот умея обрабатывать материалы каким-то образом, там, подбирать высококачественно параметры, наверное, тут уже тоже немножко недостаточно. Нужно посмотреть, опять же, немножко дальше, за опять очередной горизонт. И следующим горизонтом для нас стал это, скажем так, уже импортозамещение аппаратов европейских компаний, которые на самом деле, как выяснилось, несмотря на общую схожесть с нашей техникой, на самом деле умеют намного больше. И причина, почему их покупали раньше, была именно в том, заключалась, что они умели, а наши не умели, наши лазерные станки. Была разработана основой системы микросет, которые позволяют обрабатывать материалы электронной техники. Из чего появился микросет? Наверное, из того, что приехал к нам Дмитрий
Викторович Лабутин привез керамику и сказал, можно ли делать в ней дырки. Мы начали делать дырки, там долгая история. Сначала было неплохо, но их там, они, в общем, не остановились. И дальше стал вопрос, как эти дырки располагать так, чтобы между ними были какие-то вменяемые точности при измерении расстояния и так далее. И получился микросет. Когда, да, первые микросеты появились, тогда были трудности. Первое, я помню, калибровка микросета, это просто был ужас. Быстренько там ребята среагировали и написали софт, который это делает автоматически. Блин, вот Андрею, Феде просто огромнейшее спасибо за это. И, соответственно, я разбирался с софтом, который мне дали. Мне нужно было его переводить на русский язык, потому что он был изначально на английском. Но я опирался в некие возможности библиотеки, что часть слов нельзя было перевести. В общем-то, вот как появился софт Kumark. Потом он, правда, закрылся у нас, потому что мы решили сделать, объединить программистов и сделать софт общий Maxigраф. Первое его название было лазер-эдитор, а потом в какой-то момент мы его поменяли на Maxigраф. Отдел маркетинга довольно молодая у нас структура в организации, а имя было сделано задолго до этого. Авторитет компании, он не из-за красивых картинок и приятных видео. Это добавляет. Самое главное, что делает нашу компанию, это технологии и люди, компетентные специалисты в своих областях, которые уже много раз всем доказали, что мы самые крутые, и у нас уже есть адвокаты бренда, как это называется, когда люди других приводят и говорят, вот смотри, вот они лучше всех. И это лучше, наверное, что может быть с точки зрения именно охватов аудитории и понимания вообще того, как к нам относятся клиенты, и в том числе конкуренты. В некоторых областях нам конкуренты открыто говорят, что нет, ребята, мы не лезем, это ваше. Наша компания в четвертой пятилетке продолжала развиваться в направлениях более высокой кооперации с университетами. Это ИТМО, Политех, Самаркандский университет. Таким образом, в 2019 году мы заключили первое соглашение с Минпромторгом, а уже в 2020 оно послужило нам хорошим подспорьем в сложный пандемийный год. Год ковидный, год тяжелый. То есть мало кто работает, мало куда вообще можно прийти студенту, тем более на практику или куда-нибудь на работу. Пандемия, она помогла нам довести до ума всю технологию лазербаркинга, всю технологию обработки керамических материалов, потому что никто не мешал и спокойно можно было поработать. Появилась лазерная очистка, и как-то так вышло, что впервые доверили мне поработать на этой системе, и она за мной как-то неожиданно закрепилась. С этого момента пошло развитие лазерной очистки как вообще технологии. Мы ездили на выставки, и в силу специфики именно моей работы это выставочная деятельность. Но должен заметить, что наш застройщик Светлана, она всегда делала качественно и красиво. То есть никаких проблем не было. Возникли сейчас вот эти станки, которые мы называем микросет 2.0, микросет с коаксиальным зрением, микросеты под LTCC. В лазерном центре, с моей точки зрения, все-таки каждый ищет работу, каждый смотрит, что он может сделать для того, чтобы продать побольше оборудования. Ну и очень хорошее, конечно, взаимодействие в коллективе, то есть всегда можно обо всем договориться. Уж такого, чтобы тебе сказали, что нет, мы это делать не будем, или это не наша задача, я такого вообще ни разу не помню. В нашем коллективе создалась такая дружественная и теплая обстановка, что в итоге у нас достаточно много семейных пар внутри коллектива образовалось, и я в том числе. И мне все эти 20 лет работы в лазерном центре нравится именно коллектив, который у нас складывается. Даже те люди, которые пришли сейчас, последние условно 3-4 года, они точно так же влились в коллектив и являются вот именно таким кулаком, который позволяет нашей компании двигаться вперед. Мне нравится в лазерном центре.
нравится работать. Здесь очень хороший коллектив, как правило. То есть вся вот эта дружба в компании, которая была, она была не просто дружбой между вот людьми, коллегами, это была дружба семей. То есть вот у нас у каждого были свои семьи, и мы вот этими семьями дружили, и тем самым формировали вот этот костяк. Иду по коридору в прекрасном настроении духа. Навстречу мне двое сотрудников. Мы поздоровались, я собираюсь идти дальше. Вдруг один из сотрудников спрашивает у меня: Игорь Валентинович, а как так случается, что вы все время в хорошем настроении? Очень просто, ответила я. Я прибухиваю. У сотрудников отвисли челюсти, я пошел дальше, очень довольный собой. С тех пор всем радостно рассказываю об этом случае. В лазерном центре общение, очень пестрый состав. Не позволяет скучать, так скажем. Довольно профессиональные люди работают по всем направлениям. И это, я считаю, одна из самых главных ценностей нашей компании. Вторая ценность, что несмотря на то, что все работают в разных направлениях, тем не менее нам удается найти общий язык, что приводит к тому, что мы довольно быстро можем реализовывать совершенно новые процессы. Это достигается не зарплатами, но когда к тебе кто-то подходит и спрашивает, как у тебя дела, а чем тебе помочь, это важно. С точки зрения того, как люди внутри общаются в коллективе. Компания-то, когда появлялась, было совсем мало людей, то есть 20 человек. То есть я, конечно, не застал этот период. Вместе собирались, общались, семья была. Потом семья начала расти. Появились новые сотрудники, кто-то, может быть, уходил, но текучка минимальная. Людей из лазерного центра, которые, ушли осознанно, их можно пересчитать по пальцам. Это говорит о многих вещах. Это говорит о том, насколько здесь вообще удобно и хорошо жить. Что дальше? А дальше надо бороться с трудностями. Именно в такие тяжелые ситуации, в общем-то, и создается возможность прорывов. У нас нет другого шанса. Нам остается только развиваться, расти технологически, расти профессионально, финансово расти, в общем-то, во всех направлениях. И, конечно, есть масса областей, в которых мы еще не участвуем, но в которых мы уже знаем, как поучаствовать. И мы будем стремиться в эти области, потому что мы можем найти там применение как своим знаниям, так и нашей лазерной техники. Позитивные мысли такие, это, как говорит Сергей Георгиевич, что когда будет умирать российская экономика, мы умрем вместе с ней, но последними. Мы сейчас на основе своего опыта, уже многое понимаем и умеем, и то не всегда, потому что правила меняются, как вы сами понимаете. Я уверен, что тот опыт, который накоплен нашей компанией за 20 лет, он просто не может не дать каких-то новых ростков и не прорасти в итоге в огромное гигантское дерево. То я вижу в дальнейшем, конечно же, было бы идеально найти новые технологии какие-то определенные, которые пойдут повсеместно в массы, можно сказать, что будет полезно вообще всем. Не только в нашей стране, возможно, где-то и за рубежом, в том числе, и чтобы эта технология, она была уникальна, естественно. Появилось много молодых ребят, которые теперь уже, я прекрасно это понимаю, будут все это двигать, потому что у них молодая энергия, кровь кипит, сейчас это уже дело за ними. Производство 2000-го мини-маркера, а потом 3000-го. Дальше лазеры в каждый дом. Быстрее, выше, сильнее, какой у нас лозунг. Исходя из этого, максимально реализовывать наши возможности. Вот, наверное, это самый такой главный тезис. А это, соответственно, обеспечит нам будущее. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное и далекое
зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее.